Граф оказался на улице так же, как и многие другие собаки. Его просто выбросили. Привезли на машине в незнакомый поселок и оставили на дороге. Оставили потому, что стал не нужен. Граф — собака бойцовской породы, американский питбультерьер. Хозяин держал его для собачьих боев. Но с возрастом пес стал проигрывать, перестал приносить прибыль и был выброшен словно сломанная игрушка. Люди наигрались. Граф всю свою жизнь сталкивался только с жестокостью. Сколько раз он бился на собачьей арене. Исход такого боя лишь один: либо ты убьешь, либо тебя. Толпа ликовала, когда собака умирала в пасти более сильного соперника. Людям хотелось больше крови, больше адреналина, больше денег. Сколько раз сам граф выходил из боя победителем, но еле живой от многочисленных ран. А теперь стал не нужен. У него не было желания броситься вслед автомобилю, на котором уехал хозяин. Не было желания искать свой дом. Он шел, сам не зная куда. Просто шел. Навстречу попадались люди. Многие пугались его грозного вида, обходили стороной. Несколько раз собаки облаивали, но издалека. Ближе никто не решался подойти. Но он не обращал внимания. Вдруг он услышал странные звуки. Он остановился. Возле магазина стояла девочка лет 9 и плакала. Двое подростков, 15 лет, отбирали у нее деньги. «Отдайте, это папа дал на шоколадку». Пыталась забрать девочка у хулиганов свою сумочку. «Ути-пути, папа дал», — передразнил один из них, рыжий верзила. «Еще даст». Он оттолкнул девочку, та чуть не упала. И заплакала еще громче. Мимо проходили прохожие, но никому в голову не пришло заступиться. Все спешили по своим делам. Граф, может, до конца не понял всего происходящего. Его не учили защищать слабых. Только свою территорию, если залезет чужой. Он просто подошел к девочке. Парни побледнели. Она оказывается с псиной. Валим! И хулиганы, бросив сумочку, поспешили на утек. Девочка сначала не поняла, что произошло, почему ее обидчики вдруг ретировались. Потом заметила пса, который стоял рядом, задумчиво глядя куда-то вдаль. «А, ты спас меня!» Ребенок обнял мощную шею собаки, прижался к морде своей мокрой щекой. Граф опешил. С ним никто так не обращался. Он совершенно растерялся и не знал, что делать. Впервые за свою жизнь он оказался поверженным ребенком. Пес засопел и попытался освободиться. Девочка рожала объятия и стала гладить его по голове. «Хороший песик», — приговаривала девочка, разглядывая многочисленные шрамы на морде и плечах. «Тебя, видимо, били, да?» Она не знала, какую опасность таят собаки подобной породы. Ни одному взрослому не пришло бы в голову вот так взять и подойти к чужой собаке. Девочка, закончив обнимать своего невольного спасителя, побежала в магазин. Вскоре она появилась, но не с шоколадкой, а с сосиской. «На, кушай, ты, наверное, голодный», — протянула она угощение. Пес очень деликатно, одними губами, взял сосиску с маленькой ладошки. Девочка ушла домой, помахав ему на прощание. И снова граф остался один. За один день в его жизни произошли два переломных момента. Он остался без дома и нашел друга. Впервые в жизни его обнимали и ласкали. Это нашло отголоски в его собачьем сердце. Ведь он не был злобным существом с рождения. Таким его сделали люди ради своей выгоды. Любое живое существо как емкость. Чем вы его наполняете, то и получаете. Через несколько дней девочка снова появилась возле магазина и сразу заметила графа, который лежал в тени кустов. При виде маленького и хрупкого существа пес поднялся и едва заметно вильнул хвостом. Девочка принесла бутерброды с колбасой. Все это собака съела до единой крошечки. Девочка весело засмеялась и пошла в магазин за мороженым. Потом они вместе пошли гулять. Граф гордо шел рядом, поглядывая на свою спутницу, а та без умолку болтала, и ее нежный голосок звенел колокольчиком. Вскоре это перешло в некую традицию. Каждый раз, когда девочка приходила в магазин, они вместе шли гулять. Чаще, на небольшой пруд, что располагался недалеко. Здесь они нашли для себя игру. Девочка бросала палку в воду, а собака с разбегу прыгала за ней. Было очень весело. Однажды девочка, как и прежде, пришла к нему, но не одна. С ней был ее отец. «Вот он спас меня. А еще мы играем. Он очень хороший и добрый. Ну, пожалуйста, папочка, давай возьмем его к себе». Мужчина с ужасом смотрел на мощную шею, широкую грудь, многочисленные шрамы. Хоть собака изрядно исхудала, в ней чувствовалась былая мощь. И слова добрые и хорошие ну никак не подходили к этому псу.
Ну не знаю, дочка. Это довольно опасная порода. Я не хочу, чтобы он жил у нас. Граф спокойно сидел и наблюдал, словно понимая, что сейчас решается его судьба. Девочка долго уговаривала отца. Под конец и вовсе расплакалась. Мужчина сказал, что они с мамой еще подумают. Прошла практически неделя. Девочка больше не появлялась. И граф затосковал. Он прежде не знал этого чувства. С понурым видом пес слонялся по поселку и все ждал, когда же придет его друг. И вот однажды она пришла. Снова с отцом. Они надели на собаку новый ошейник. Девочка сама взяла крепкий поводок и повела за собой графа. Он не сопротивлялся. Так у него появилась новая семья. Ему отвели место в прихожей, постелили мягкую подстилку. Он даже и не представлял, с каким трудом девочка уговорила родителей взять его домой. Они были категорически против собаки. Особенно такой. Маленькую, пожалуйста. Пойдем и купим, хоть сейчас. Но девочке не нужна была никакая другая собака. Только этот угрюмый пес. И вот, через неделю препирательств, родители сдались. Граф в полной мере оправдал доверие девочки. Он не доставлял никаких хлопот. Вел себя тихо, с гостями, сдержанно. И вскоре из коридора он перебрался в комнату девочки. Однажды вся семья, в том числе и граф, поехали на озеро. Девочка носилась со своим четвероногим другом по песку, бросала палки. Вдруг неподалеку от них остановился черный джип. Собака сразу насторожилась и прекратила играть. Вышедший из машины мужчина направился к ним. Отец девочки поприветствовал гостя, тот стал расспрашивать о рыбалке, водится ли здесь рыба, в каких местах лучше клюет. В это время подбежала девочка в сопровождении графа. «О, так это же моя собака!» — воскликнул мужчина. «Граф, ко мне!» Но пес даже не шелохнулся. Отец семейства объяснил, что подобрали его на улице, худого и грязного. «Ну да, это я его оставил. В наказание, так сказать. А то работать не хочет», — самодовольно ответил мужчина. После этого он потребовал отдать собаку обратно. «Это не ваша собака», — заступилась за друга девочка. «Он мой, и он мой друг. Я его ни за что не отдам. Он мой», — вмешались и родители. Они видели, как любит девочка собаку, и как тот, в свою очередь, привязан к их ребенку. Но бывший хозяин графа был иного мнения. «Да вы знаете, кто я? Я вас в тюрьму засажу. Напишу заявление, что это вы украли у меня собаку». С этими словами он схватил пса за ошейник. Девочка зарыдала. Но в ту же секунду, ловко вывернувшись, граф бросился на мужика. Тот заорал и упал на песок. Родители поспешили оттащить собаку. Поднявшись, непрошенный гость сыпал проклятиями и оскорблениями. По руке стекала кровь. Пес сделал еще одну попытку броситься, хотя его крепко держали за ошейник. Но этого хватило. Бывший хозяин поспешил сесть в машину и дал по газам. Девочка, все еще рыдая, обнимала своего друга, а тот улыбался во всю свою питбульскую пасть. Впервые за свою жизнь. Даже отец девочки подошел и потрепал пса по голове, и мать, вытирая украдкой слезы, почесала его за ухом. Дул легкий и свежий ветерок. В прибрежных кустах весело пели птицы. Где-то недалеко носились за мошкарой ласточки-береговушки. Граф лежал на солнышке, блаженно жмурясь. Девочка сидела рядом и плела венок из одуванчиков. И он был самым счастливым псом на всем белом свете. Верность собаки не купишь ни за какие сокровища мира. Она либо любит, либо нет. Третьего просто не дано. Недаром говорят, что собаки — это ангелы, спустившиеся с небес.